Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я вам покажу, как набрать вот такой красивый наборный ряд, называемый итальянский ряд. Да? Набирается он легко, ряд получается такой вот эластичный. Да? И в конце потом покажу, как можно перейти после этого наборного ряда на резинку 2 на 2. Здесь я буду вязать резинку 1 на 1. Единственное, что когда вы набираете небольшое количество петель, здесь сложности не возникает. Но вот как только вам надо набрать большое количество петель для шапки или если вяжете свитер по кругу, то вот здесь вот возникает сложность, когда вы набираете вот таким наборным рядом на круговые спицы. Да? Вот у меня круговые спицы, которыми мы будем с вами работать. Поэтому в данном случае я хочу поделиться с вами небольшой хитростью или секретиком, как это проще сделать. И для этого мне понадобится дополнительная спица. И вот этот способ, наборный способ я назвала итальянский наборный ряд с дополнительной спицей. Не с дополнительной нитью, а с дополнительной спицей. И поэтому я вам сейчас покажу, как это делается, и вы поймете, насколько это проще. И я думаю, что всегда будете пользоваться этим способом. Итак, чтобы не быть голословным, мы с вами наберем именно большое количество петель. Ну, условно, давайте наберем с вами 100 петель и провяжем. Я покажу, как это делается. Да? Значит, мне понадобятся спицы круговые, на которых я буду вязать, и спицы дополнительные. Вот размер этой спицы должен быть примерно такой же, как вот спицы, которыми вы вяжете. Вот у меня 3,5 эти спицы, и вот у меня спица тоже 3,5. Но она может быть 3 мм или 4 мм, плюс-минус небольшой, но в принципе примерно такая же. Теперь, значит, что еще? Вот я возьму нитку контрастную, да, чтобы вам было видно на фоне спицы, как набирается, да, то что если взять белую, то будет не очень видно. Значит, мы берем, возьму контрастную ниточку. Единственное, что здесь нам надо оставить хвостик, и чтобы угадать с размером вот этого хвостика, с длиной хвостика, чтобы не пришлось потом переделывать, значит, я условно считаю так. Если мне надо набрать 100 петель, то это метр, и умножая на 1,5, это будет 1,5 метра. Значит, вот этот хвостик мне надо оставить 1,5 метра. Даже можно чуть-чуть подлиннее. Вот я беру, условно, рулеточку и отмеряю 1,5 метра. Вот здесь. Даже, говорю, не чуть-чуть, можно набрать, отставить чуть-чуть побольше. Теперь что мы делаем? Вот этот свободный хвостик, который мы отмерили, он идет на большой палец. Хвостик от клубка идет на указательный палец у меня. Теперь мы берем вот эту дополнительную спицу. И вот так я ее вставляю вот в эту, как будет нашу петель, которую, или как ее сказать, кружочек. Вставляю сюда спицу и ее закручиваю. Все. И вот у меня первая петелька уже есть. Теперь вторая петля. Мы должны вот так вот берем вот эту спицу. Я подвожу под ниточку вниз, которая идет от большого пальца. Потом сверху ниточки, которая идет на указательном пальце. И потом под 2 внизу. Вот у меня петля готова. Вот мы набрали 2 петельки. Теперь мы, чтобы вам проще было считать, все нечетные петли мы набираем от указательного пальца, а все четные от большого пальца, чтобы не запутаться. Да? Сейчас мне надо 3-я петелька, это от указательного. Значит, я завожу справа налево спицу под ниточку, которая идет на указательном пальце. Потом также справа налево под ниточку, которая идет на большом пальце. И потом под 2 вниз и вывожу. Вот у меня 3-я петелька. Подтягиваю ниточки. Теперь 4-я четная, она идет от большого пальца. Справа налево под низ ниточку на большом пальце, под ниточку на указательном пальце и потом опять под 2. Это у меня 4-я, нет, 1, 2, 3, 4-я. Теперь 5-я от указательного. Под эту ниточку, под низ и 2 вниз.
Это у меня 5. Четная от большого сюда под ниточку вниз, сверху, которую на указательном, под низ обе. Все. И так вот у меня мы набираем с вами 100 петель. Аккуратненько. Если вам достаточно, скажем, 50 петель набрать, чтобы понять принцип, я вам потом покажу, как дальше, вы делаете 50 петель. Но я наберу 100, так как я сказала, что этот способ очень удобен для большого количества петель. Давайте сейчас наберем с вами 100 петель. 98, 99, 100. Я набрала 100 петель. И теперь нам нужно набрать еще одну петель для замыкания нашего ряда в круг. Ее я наберу самым обыкновенным способом. Вот смотрите, как мы наберем вот эту нитку от большого, захватывает указательную и в петельку. И мы закрепим. Это чтобы закрепить наш ряд. Теперь что мы делаем? Мы разворачиваемся. Здесь вот на этой спице очень легко этот наш ряд поправить, чтобы он был, видите, все ровненько. Вы разравниваете свой ряд. Ну и в процессе вязания тоже будет легче это сделать, просто потому что у нас петли все на ровной спице, не на леске, а на ровной спице. И это будет намного легче. И теперь давайте мы что делаем? Мы берем наши основные спицы. Ниточка от клубка. Вот, и, кстати, у меня нитки хватило. Вот у меня даже такой кончик остался. Значит, 1,5 раза хватает. Значит, вот мы теперь смотрим. Вот посмотрите, я растягиваю вот как бы петли, чтобы вам показать. И мы теперь видим, вот эта вторая, она похожа вот как бы на изнаночную. Ну, первая это кромочная, понятно, да? Вторая вот на изнаночную. Третья, вот она наоборот так лежит, она похожа у нас на лицевую. Следующая опять похожа на изнаночную. И вот так мы с вами и будем вязать. Значит, что мы, как я сказала, значит, первая это у меня кромочная. Но так как мы будем вязать по кругу, это те, кто будет не по кругу вяжут, может, как кромочную. Но как я вяжу ее, буду вязать сейчас не по кругу, значит, вот эту первую я провязываю лицевой, вторая у меня изнаночная. Значит, я завожу и провязываю обыкновенную лицевую петельку. Теперь у меня вот это как изнаночная. Изнаночную мы с вами не провязываем, нитка перед работой, и просто ее снимаем. Теперь опять лицевая. Мы ее провязываем. Опять изнаночная. Мы ее не провязываем, снимаем, нитка перед работой. Следующая лицевая, провязываем. И вы внимательно в процессе вязки смотрите вот эти петельки, вот их в процессе вязки их так немножечко раскрутить, что у вас порядок, потому что может иногда поменяться, перекрутиться на спице, и вы вот ровненько, когда дойдете до нужного места, ровненько разровняйте, чтобы вы видели, какую петельку вам надо вязать. Вот смотрите, следующая у меня идет изнаночная, потом опять лицевая. Изнаночная, я ее просто снимаю, нитка перед работой, потом лицевая. Изнаночная, лицевая. Опять дальше проверяю. Вот ровненько раскладываю по спице. Вяжу дальше. И когда вы вяжете вот этот ряд, вы считаете количество петель. У нас должно быть наша половина, 50 петель. Да? Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель я уже провязала. Значит, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Опять вот видите, у меня здесь что-то надо. Сейчас у меня должна быть лицевая. Вот я ее разровняла. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, вяжем с вами 50 петель. 48,
49 и 50. Вот я связала 50 петель. Теперь что я делаю? Я вытаскиваю вот эту свою спицу, которую я буду вязать, и продолжаю дальше вязать еще 50 петель. Вот у меня опять лицевая. Я считаю: 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжется следующие 50 петель. Опять считайте количество петель, провязывайте еще 50, и у вас на спице останется одна петелька. Вот когда мы до этого дойдем, мы с вами встретимся. 48, 49, 50. Я вам сказала, что у меня осталась еще одна петелька, которую мы провязывать не будем, нитку за работой, и просто ее снимем. Вот это 50-я петелька. Теперь что мы с вами делаем дальше? Мы берем все петли по половинке, да, 50 на одной спице у нас и 50 у нас на другой. Сейчас я подтяну лесочку от второй спицы, и все петли у меня будут на 2 спицах. Тут главное не спешить, аккуратненько. Вот так. Вот у меня все петельки на спицах. Теперь что мы делаем? Вы проверьте, что вот этот ряд наш, который вот наборный ряд, лучше начинать от серединки, да, вот чтобы он везде ровненько лежал внутрь. Вот. Вот у меня на этой спице видно все петельки внутрь. Теперь мы проверяем эту спицу. Все, здесь у меня тоже весь этот наборный ряд, вот петельки лежат внутрь. Теперь что мы делаем дальше? Нитка наша от клубка сейчас на правой спице. И последняя петелька, которую мы с вами не провязали, вот она здесь. Вот я ее крючком подхвачу и переодену на левую спицу. И дальше вхожу крючком в эту петельку, которую мы только что переодели, и через нее протягиваю первую петлю на нашей спице. Теперь снимаю. У нас получилось, что вот эта петля лишняя, она как бы оделась. И возвращаем первую петельку назад. Все, мы наш ряд соединили. И что мы теперь делаем дальше? Мы теперь вот эту правую спицу можем вытащить. Ей мы будем работать. И смотрим. Первая петля у нас лицевая. Так как первый раз в первом ряду мы лицевую провязывали, изнаночную снимали, то во втором мы будем делать наоборот. Мы лицевую снимаем, нитка за работой, а изнаночную будем провязывать. Лицевую снимаем, нитка за работой, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. И так мы вяжем. Это называется полая резинка. Значит, вот один ряд. То есть это уже у нас второй ряд. Вот мы сейчас провяжем вот этот второй ряд полой резинки. Значит, мы изнаночную провязываем, а лицевую снимаем. Давайте вот способом Magic Loop, вы знаете, как вы дойдете до половины спицы, потом перетянете и продолжите дальше. Свяжем сейчас второй ряд. Так. Ну, вот я второй ряд довязала. И теперь третий ряд можно переходить уже на вязание просто обыкновенной резинки на 1 на 1, уже не полой, да? Вот вяжете лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это те, кто будет вязать резиночкой 1 на 1. Еще я обещала вам показать, как перейти в данном случае на вязание резинки 2 на 2. Вот условно будет начало ряда, и вам надо вязать резинку 2 на 2, а не 1 на 1.
Поэтому что мы делаем? Мы вяжем лицевую. Следующая у нас должна быть тоже лицевая. И вот она у нас через одну. Видите, у нас здесь изнаночная, а через одну лицевая. Вот я вот эту лицевую подхватываю, ее провязываю и снимаю со спицы изнаночную, которая у нас не провязана, и ее оденем назад. И у нас что получилось? Мы 2 лицевые провязали, теперь у нас идут 2 изнаночные. Теперь опять лицевая у нас есть, лицевую я провязываю, а следующая лицевая, она вот через одну. Вот я в нее захожу, ее провязываю, потом снимаю на правую спицу изнаночную петельку и переодеваю ее назад. И теперь могу провязать 2 изнаночные. Еще разик, значит, лицевая, потом следующая лицевая у нас через между лежит изнаночная. Мы сначала провязываем вот эту вот лицевую, потом изнаночную я подхватываю и переношу ее обратно и провязываю 2 изнаночные. Итак, вяжите весь ряд, вы перейдете на резинку 2 на 2. И вот смотрите, здесь видно, здесь у меня резинка 2 на 2, а в начале ряда резинка 1 на 1. Вот, в принципе, ничего сложного нету. Поэтому я буду очень рада, если вам мой способ понравился, и вы сможете использовать такой вот способ, называемый с дополнительной спицей, при наборе итальянского набора петель. А на сегодня все, что я вам хотела показать. Пока-пока. С вами была Светлана.